Привет, друзья мои! В преддверии праздника Пурим хочу приготовить с вами традиционное еврейское блюдо для этого праздника хоменташин на идише, или озне аман на иврите, или уши амана по-русски. Что за уши такие? Причем здесь аман? И что за праздник такой Пурим? А давайте готовить уши амана, и я вам расскажу эту историю. Вкратце, это один из классических еврейских праздников. Нас хотели убить, у них ничего не получилось, так давайте же праздновать победу. Для ушей амана нам понадобятся следующие продукты. 2 стакана муки, разрыхлитель, ванильный сахар, сливочное масло 200 грамм, порезанное на кубики, 2 желтка, щепотка соли, 1 столовая ложка сахарной пудры, и потом в тесто мы добавим еще 1 или 2 столовые ложки воды, в зависимости от того, как начнет замешиваться у нас тесто. И да, вы правильно догадались, это печенье. Но не просто печенье, а печенье с начинкой. А для начинки мы будем использовать пасту из фиников, пасту с орехами и сгущенку. Боже, как это будет вкусно! Давайте готовить, давайте замешивать тесто. И я вам расскажу историю про уши амана. Итак, события происходили примерно 2500 лет назад. После разрушения первого храма евреи попали в плен и в итоге оказались на территории Персии. Согласно легенде, Персидской империей правил царь Ахашверош, и был у него первый министр Аман, который и замыслил убить всех евреев и уничтожить еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, советник царя, не оказывал ему должного почтения. Обманом Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план, и стал метать жребий. И слово «Пурим» образовано от древнеперсидского слова «пур», что означает «жребий». Поэтому и название праздника Пурим. И жребий выпал на 13 число месяца Адар по еврейскому календарю. А в этом году 13 Адара Пурим выпадает на 25-26 февраля. А спасла еврейский народ царица Эстер, жена царя Ахашвероша и племянница Мордехая. Узнав о надвигающейся беде, она вместе с дядей собрала всех евреев, чтобы вместе поститься и молиться о спасении. Выдержав пост, Эстер отправилась к своему супругу и попросила пощадить не только ее, но и весь свой народ. Однако отменить царский указ в то время было невозможно, и царь Ахашверош издал другой указ, позволяющий евреям защищать себя любыми средствами. Итак, уже более 2500 лет евреи накануне праздника Пурим держат пост, и пост называется пост Эстер. В синагогах в праздничные дни читают свиток Эстер и рассказывают историю о спасении евреев. Пурим – это веселый праздник, и обычай наряжаться в маскарадные костюмы, чтобы сделать его еще веселее. Для большинства современных израильтян Пурим – это карнавал. На улицах города в Пурим можно встретить большое количество детей с трещотками. В праздник Пурим по традиции шумят, гремят, кричат в честь спасения еврейского рода. На праздник Пурим принято дарить друг другу подарки. Небольшие корзиночки со сладостями, так называемые мишлох манот. Начинку мы положили, теперь лепим уши амана. А
один краешек залепляем в треугольничек. И вот эти вот два краешка тоже залепляем в треугольничек. Вот такое ушко у нас получается. Ушко на макушка. Так, опять берем треугольничек. И вот так ушки. Здесь тоже треугольничек. И ушки. А тут мы поставили еще халву. Эксперимент. Не знаю, удастся или нет. Но может быть и удастся. С халвой. Любую начинку можно ставить в эти печенюшки. Перед тем, как выпекать, нужно эти ушки омана поставить в морозилку. Смотрите, они заморозились, а вот эти я только что слепила. Вон, видите, они мягенькие, а эти уже заморозились. Так вот, в морозилку их нужно поставить буквально на 2 минуты, чтобы они только прихватились, приморозились. И сразу ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Вон какие у нас ушки с разными начинками. Эти уже заморозились, вон, хорошо их брать. И они у нас будут выпекаться. Сейчас ставим еще раз в морозилочку. Наши ушки омана в морозилке подморозились. И сейчас мы их отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Нужно смотреть, чтобы все тесто подзолотилось, подрумянилось. Ох, какие у нас ушки! Ушки омана. Наши уши омана готовы. Мы вытащили их из духовки, дали остыть, и теперь их нужно присыпать сахарной пудрой. Давайте это делать. Красота! Приятного вам аппетита! Приятного аппетита! Веселого праздника Пурим! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Всем счастливо, всем пока! Bye!